Всем привет, меня зовут Евгения, и вы на канале Вкусно ТВ. И сегодня я приглашаю вас вернуться, либо приехать в Турцию и попробовать вот эту невероятную вкуснятину пиде, кыймалы пиде, то есть пиде с фаршем. Почему я говорю вернуться, либо приехать в Турцию? Потому что это одно из самых популярных турецких блюд, которые на самом деле, кто приезжает в Турцию, наверное, пробует абсолютно каждый. И этот вкус забыть невозможно. И поэтому я предлагаю вам, если вы никогда не пробовали, или если вы хотите попробовать снова и вспомнить этот прекрасный вкус, то, пожалуйста, оставайтесь на канале, и я поделюсь с вами этим прекрасным, простым и невероятно вкусным рецептом. Сразу начнем с замешивания теста. Для теста нам нужна мука, сахар, соль, растительное масло. Здесь у меня сухие дрожжи и теплая вода. Итак, поехали. Высыпаем просеянную муку, соль, сахар, дрожжи. Сейчас перемешаем сухие ингредиенты. Так, делаем небольшую лунку. Вливаем сюда растительное масло и теплую воду. И с помощью рук начинаем потихоньку замешивать тесто. Итак, хорошо замесили тесто. Смотрите, оно практически не липнет к рукам. Видите? Но мягкое-мягкое, очень эластичное. Немножко липнет, так и должно быть. То есть вы не ждите, что оно будет прям полностью. Если только вы сильно много муки добавите, либо совсем жирное его сделаете, с подсолнечным маслом, например, будете замешивать, тогда оно будет прям совсем отлипать. А так оно, по идее, немножечко вот так вот должно. Это абсолютно нормально, но тем не менее оно очень воздушное. Оно, посмотрите, оно нежное-нежное тесто. Так, накроем сейчас тесто пленкой пищевой, либо же вы можете это сделать полотенцем. И где-то минут 40, либо даже час дадим ему отдохнуть. Все. Ставим в теплое место, без сквозняков. Пускай подходит. А тем временем займемся нашей начинкой. Итак, начинка у нас будет с фаршем. Здесь у меня 300 грамм фарша. Сразу добавлю специи. Здесь у меня красный перец острый, красный перец, паприка сладкая, черный перец и соль. По вкусу. Если нету каких-то специй, ничего страшного, можете не добавлять. Либо, может, у вас есть готовые специи, тогда добавляйте их. Так, хорошенько все вымешиваем. Далее добавляем луковицу. Здесь я ее натерла на терке. Также вы можете сделать ее с помощью, взбить с помощью блендера. В общем, также все хорошенько перемешиваем. По поводу начинки, есть несколько классических вариантов, но в любом случае, я думаю, вы можете делать то, что вам нравится. Чего-то побольше, чего-то поменьше. То есть тут уже зависит от вашего вкуса и от вашей фантазии. Далее я хочу добавить петрушку. Мелко порезали петрушку. Томатная паста. 1 столовая ложка с горкой. Если же вы пользуетесь магазинной томатной пастой, она более может быть жидкая, тогда смотрите, можно больше. Можно также натереть помидор на терке и добавить сюда. Тоже будет очень вкусно. Уже пахнет потрясающе. И тесто, кстати, я посмотрела, оно уже так подросло. Уже не терпится быстрее все приготовить и накормить своих любимых. Так, сейчас у меня здесь еще мелкий перчик. Смотрите, вот он совсем маленький, кругленький. Я его порезала вот такими кусочками. Тоже отправляем сюда. Количество зависит от желания. Можно вообще без него. Если нету этого, можете мелко порезать болгарский. Ну, либо вообще ничего не добавлять тоже. Не страшно. И еще один секрет.
пиде. Часто делают пиде начинку такой достаточно сухой. И когда после духовки вы достаете, то начинка немного суховата. Не хватает вот такой, знаете. Поэтому, чтобы начинка была более сочной, я добавляю здесь растительное масло. Это у меня подсолнечное. И все хорошенько перемешиваем. Если ваш фарш не очень жирный и вы хотите немножко больше такого сливочного вкуса, потому что сюда также пойдет еще и сыр, то можно вполне добавить еще несколько ложек, чайных ложек сливочного масла. И будет очень вкусно, поверьте мне на слово. А лучше приготовьте и проверьте это сами. Я думаю, кто бывал в Турции, однозначно знает этот вкус, поэтому все-таки я лучше так перемешаю, более надежно. Поэтому я уверена, что уже не раз вы готовили это дома, а если нет, то присоединяйтесь. В общем, смотрите, фарш получился такой достаточно жидкий, сочный, не сухой. И когда приготовим пиде, он тоже будет такой вот влажненький. Все. Также можно накрыть сейчас пленкой, и начинка также готова. Посмотрела я еще фарш, мне он показался все равно недостаточно жидким. И я добавила, девочки, еще сюда полстакана воды. И смотрите, вот просто, чтобы вы понимали, вот видите, как вот на руку, смотрите. Может быть, не совсем приятная сцена, конечно, наблюдать, но чтобы вы поняли, какой консистенции. То есть оно прям, ну, очень жидкое, видите? Вот такое. Потому что если не добавить воды, если оно будет супер таким суховатым, то оно просто как потом скрутится, да, маленькими кусочками будет на пиде, и это будет невкусно. А хочется, чтобы оно красиво было, лежало сочное такое мяско. В общем, все, с этим закончили. Теперь принимаемся за тесто, которое уже подошло. И вот, смотрите, как оно выросло. Та-дам! Великолепно! Просто. Боже, какой запах! Обожаю, обожаю дрожжевое тесто. Сейчас я покажу вам, какое оно мягкое, воздушное, девочки, просто невозможно. В общем, сейчас посыпаем поверхность, где будем раскатывать тесто, обильно мукой. Вот прям так посыпаем. И держите какую-нибудь емкость с мукой поблизости возле вас, чтобы оно было, потому что при раскатке нам понадобится много муки. Ну, не то чтобы много, но немало. И сейчас сюда выкладываем наше тесто. Итак, вот наше тесто. Смотрите, оно невероятно мягкое. Вот серьезно, буквально просто как пух. Формируем вот такую лепешечку, вот такой хлеб, как будто бы, и делим сейчас на несколько частей. Получилось 4, мы поделим еще каждую на 2. Хорошо. И с каждой сейчас будем формировать, лучше даже вот так, наверное, просто как будто на низ тянете тесто, да? Сформируем вот такие шарики, положим их тоже на отсыпанную мукой поверхность, чтобы они не прилипли. Боже, даже пузырьки появляются. Какая прелесть. И накроем чем-нибудь, чтобы они не подсыхали. Итак, берем одну часть теста, насыпаем хорошенько на поверхность муки.
Также нам нужна скалка, у меня это тонкая турецкая скалка. И стараемся раскатать вот такую вот длинненькую, как лодочка, пиде. Можете немножко придерживать, вот так вот, чуть-чуть придерживать и немножко его раскатывать. Если у вас нету тонкой скалки, на нашем сайте все это будет, поэтому вы сможете без всяких проблем заказать. Ну, либо же ищите у себя в городе. Я думаю, что можно придумать выход. И вот таким образом вот что получилось. Итак, сейчас берем начинку и вот так выкладываем ее в серединку. Длина пиде, видите, она у меня как раз заняла всю ширину противня. Противень обычный классический, из классической духовки. Это сейчас просто вот так берем края, так, чтобы вам видно было. Краешек берем и вот так сюда заворачиваем. Здесь немножко вот так прижимаем, зажимаем. То же самое и здесь. Видите, соединяем. И вот так. Вот что-то приблизительно такого плана должно получиться. Вот так тесто вкладываем. И кончики здесь зажимаем. Тоже их немножко так прижимаем, приплескиваем. Все, это готово. И остальное все точно так же. Итак, вот что у нас получилось. Сейчас здесь у меня желток и буквально 1 столовая ложка растительного масла. Смажем вот эти вот края аккуратненько. Все готово, духовка нагрелась, пиде наши уже готовы. Отправляем в духовку до приготовления. До такой красивой золотистой корочки вы это увидите сразу. Вау! Вы только посмотрите на эту красоту. И сейчас, пока все еще горячее, берем вот такой кусочек сливочного масла и вот так по краям теста проводим. Оно растапливается. Просто замечательно, не жалейте. Быстренько, быстренько, пока пиде горячее. Если вы хотите более тонкие, более хрустящие, то вы можете просто раскатывать немножко потоньше тесто. Хотя, ну, попробуйте, я думаю, что нужно попробовать и так, чтобы понять, как вам больше нравится. Боже, какой аромат! Великолепно! Если немножко подождете, пока оно чуть-чуть остынет, совсем капельку, то тесто будет менее хрустящее, то есть оно станет более влажным. А когда оно свежее, то оно прям хрустящая корочка. И вы только посмотрите, какая красота у нас получилась.
Послушайте. Уф, он уже мягкое, потому что смазали маслом. Смотрите. Это разве не красота? Можно я попробую, девочки? Подождите. Боже мой. Вау. Муж уже не может подождать, когда al. Karnım çok aç. Çok aç ama ne kadar güzel söyle bana. Nasıl? Güzel. Perfetto. Вау. Идеально. Сказал мне мой турецкий муж, который знает в этом толк 100%. Bazı tereddütlerim vardı ama olmuş. Çok güzel olmuş. Gerçekten, değil mi? Иногда может что-то и не получиться у меня, но это просто бомба. Получилось на 100%. Так что, ребята, бегом на кухню. Доставайте из морозильника фарш и готовить вот эту вкуснятину. На этом заканчиваю. И побежим кушать. Еще у нас осталось один кусочек. Смотрите, что муж делает. Вот. Это будет просто с sırım sucuk da var. Sucuk koyabiliriz aslında. Ya da sade peynir. Sade peynirli üstüne yumurta kıracağız. Вау, Пишечка классно. В общем, здесь просто будет сыр натертый на терке, а потом, после того, как все будет готово, буквально там за 5 минут или за 3 минутки выбьем сюда яйцо. Представляете? Я вам покажу. Daha tam pişmedi. Еще не готово на 100%. Ой, бумага как сгорела. 2 tane yumurta, tuz, karabiber var içinde. Başka bir şey yok. 2 яйца, соль и черный перец. Birazcık karıştırıyoruz. Немножко. Zaten bu kendini alacak. Вот так, наливаем, как в Şimdi лодочке. И atmamız сейчас lazım в духовку. Biraz üste koyalım. Буквально до приготовления яйца. Вау! Посмотрите, что получилось. И такая сочная начинка с яйцом и с сыром. Вау. Привет, девочки. Привет! Я так слуху. Пришел к нам, да. Вау. Очень классно. Очень вкусно. Вау. Я, Can I check how is it? Of course you can. Паш, подожди. ну, я не сказал, что я буду, что мы будем есть. Да. Подожди. Isır bakayım mı? Паш, подожди. Мам, давай ешь. Давай, я ем. М. У меня нет слов. Egen sen de ye bakalım. Sıcак, да. Ну все. Да, судя. Это, девочки, было по скрипту. Просто божественно. Невероятно.